Так, ну что, дорогая, как бы начинаем. Так, надо, у нас 10 часов вечера. Я такая, 6 утра, как белка в колесе. Я такая Давай, полчасика. будем записывать творческий рехаб, знаешь, такая. А что? Ты ж видишь, у меня силы появляются. Когда я понимаю, ради чего это Ну делается, да, уже как бы да, и не поздно. вдохновение. Приветствую вас на канале «Сила вдохновения». Я Оксана Будяк, и сегодня у нас третий подкаст, второй с Аленой, но третий подкаст в рамках творческого рехаба. Что это такое? Мы разговариваем, встречаемся с творческими людьми и людьми, которые смотрят на жизнь через призму творчества и обсуждаем важные для нас моменты, такие как творчество, счастье, ну, может, и любовь, не знаю, любовь к творчеству. Все вокруг творчества, потому что для нас с Аленой мы учились вместе в школе для тренеров творческих ментальных состояний. Уже проходил третий год, поддерживаем друг друга и вдохновляем друг друга, наполняем, подпитываем. И не устану говорить тебе спасибо, что ты у меня есть. И это очень здорово, когда есть такие и друзья, и наставники, и собеседники, собеседницы. Вот. Сегодня наша тема счастье. Мы давно О, хотели да. говорить на эту тему. Вот сначала представь ты, как ты себя представляешь, как бы ты хотела Ну, звучать сегодня. да, я приветствую тебя, моя дорогая. Я приветствую всех слушателей и наблюдателей. Меня зовут Алена. Я тренер творческих ментальных состояний, аналитический психолог и мастер духовной трансформации. И основа моей деятельности, философия моей деятельности, она и заложена в процессе творчества и творения из 3 центров. Это тело, разум, душа. То есть единство, творение из всего сущного в человеке. И в этом основа моей деятельности в том числе. И мне безмерно нравится сопровождать людей, которые идут на путь творчества, которые начинают творчество или которые видят в основе творчества, но пока могут не понимать, как с этим взаимодействовать. И для меня творчество — это вот, как ты правильно сказала, что творчество — любовь, что все есть творчество, все есть любовь. И вот это состояние счастья, оно как раз и вмещает, вот то, о чем мы будем сегодня говорить, оно как раз и вмещает в себя творчество и любовь в единстве. Да? Творение из любви, творение во имя любви и состоянии любви. Тема счастья очень интересная такая тема, потому что я человек, воспитанный в советском обществе. Для меня состояние счастья было диагнозом. То есть если человек все время улыбается, значит, что-то с ним не так. Значит, ему надо к психиатру. Но так как у меня мама отчасти вот такой вот счастливый человек, вот я никогда не знала, то ли у нее диагноз, то ли она действительно счастливый человек и действительно воспринимает мир вот так, как она его видит. Но когда уже за собой начала наблюдать, что я тоже так умею улыбаться целыми днями и не чувствовать себя идиоткой, Да. я поняла, что, наверное, это прекрасно. Просто большую часть времени чувствовать себя счастливым и настраивать себя на это состояние. Да. А как ты понимаешь счастье? Что для тебя счастье? Но для меня счастье — это состояние бытия, то есть это, в принципе, состояние образа жизни, которое исходит из внутреннего состояния человека. Потому что я все же считаю, очень многие опровергают это мнение, потому что погружаются в какие-то свои процессы, но я считаю, что состояние счастья, оно способно быть внутри человека абсолютно в любом пространстве, абсолютно, там, не знаю, в любом процессе. Это внутреннее состояние человека, когда человек принимает себя, когда человек идет по пути своего предназначения, когда человек окружает себя людьми, которые поддерживают, которые понимают в том числе. И если мы говорим, например, вот мне какой-то период времени была очень интересная тема отшельников и монахов, что они испытывают, когда они находятся в уединении сами с собой, когда они не взаимодействуют сильно с другими людьми. И я понимаю, что их основное состояние — это и есть состояние какой-то вот нирваны, то есть состояние счастья и удовлетворения тем, что они есть. И здесь действительно очень важно понимать себя, понимать свой выбор. Счастье — это тоже выбор. То есть мы выбираем, из какого состояния жить и в каком состоянии жить. Состояние мы выбираем. И вот каждый день, делая выбор, даже в мелких каких-то процессах, в мелких каких-то поступках, мыслях, словах, мы можем выбрать
счастье, а можем выбрать, наоборот, разрушение. И это тоже путь. Вот как путь счастья есть путь разрушения, путь войны и так далее. И в любом пространстве мы способны выбирать свое состояние. И вот для меня состояние счастья, вернусь, что это когда тело, душа и разум в единстве, и это такое гармоничное внутреннее состояние, в котором человек может находиться абсолютно в любом пространстве этого земного шара, да, если мы говорим про материальный мир. Я И, сердце побежала по стене. видишь, у меня домашние животные, тоже не живой здесь. Ну вот, в принципе, еще раз, что состояние счастья – это сначала внутреннее состояние человека, который он способен из себя выгружать наружу и распространять вокруг себя, создавая абсолютно любое пространство вокруг, абсолютно любые обстоятельства, окружение и так далее. Все начинается изнутри. Ну а как это вот в жизни выглядит? Вот, допустим, я словила себя на мысли, что счастье, вот я ощущаю счастье все-таки, когда, то есть на бегу я не успеваю ощутить счастье, то есть все-таки надо останавливаться, прислушиваться к себе. Я в предыдущей беседе с Аней, фотографом в нашем подкасте, говорила о том, что я так давно не испытывала счастья от того, что видела тени деревьев на стене. Очень классный был день. Я просто легла и просто смотрела на тень дерева, и я поняла, насколько я счастлива. Я такого счастья не испытывала вот, с детства, с юности. И я поняла, что это было то время, когда я никуда не спешила, когда не было там, кучи проблем, кучи там всего, всей этой взрослой жизни не было. Я вот себя счастлива как в детстве. И в преддверии нашего разговора о счастье я подумала, что действительно лично для меня актуален тот факт, что я могу ощущать счастье, вот когда я останавливаюсь. Ну, это не значит, что я там должна стоять или сидеть. Я могу идти и бежать, но вот именно по ощущениям, когда я к себе прислушиваюсь, да, там классно, не классно, когда, опять же, обращаю внимание внутрь себя, да, в эти состояния, Ну да. тогда я могу это уловить. Может, я и была счастлива там как бы полчаса назад, но я не успела это прочувствовать. То есть важно останавливаться и вот именно проживать этот момент. Как это у тебя происходит? Ну вот я и вижу, если даже чисто с психологической точки зрения, то я вижу счастье, состояние счастья человека, вот гармоничное состояние, это когда происходит спокойствие в уме. А спокойствие в уме происходит тогда, когда человек уже не тревожится о прошлом и не забивает голову будущим, а находится в настоящем моменте и действительно замечает, а что сейчас его окружает. Потому что вот даже работая с клиентами, я понимаю, что это постоянно одна и та же история, когда люди в мыслях о будущем упускают момент, который есть сейчас. А ведь строительство своей же реальности, своей жизни, оно начинается с того, а где я сейчас, а что меня сейчас окружает, а что я сейчас создаю вокруг себя. И по факту мы же многое создаем из своих мыслей. И если начинаем наблюдать, что там происходит в голове, и многие мысли, они же, по сути, нам и не принадлежат. Мы где-то там услышали, что-то где-то вцепили, и это создает для нас состояние тревоги. А когда мы начинаем замечать, что мысли – это всего лишь мысли, а реальность у нас вокруг разворачивается другая, то мы можем этим управлять. Своими мыслями мы можем управлять. И вот спокойствие ума – это когда мы себя постоянно возвращаем в настоящий момент и начинаем, вот как ты сказала, да, там тень дерева, мы начинаем замечать даже точечно, нашим вниманием начинаем замечать вот там прекрасный вид за окном, вкусная чашка чая элементарно, не знаю, тебе тепло, тебе хорошо, твоему телу комфортно. Это уже повод почувствовать себя спокойно и счастливее в этом моменте. Но из-за того, что у нас, да, вот ум, он такой где-то в прошлом, где-то в будущем, а не замечает настоящий момент, это выбивает у нас из состояния гармонии. Хотя, опять же, наше тело в настоящем моменте, наша голова в настоящем моменте, наша душа в настоящем моменте этой жизни. И вот каждый раз нужно возвращать себя о том, что я сейчас здесь, а то, что происходит в уме, это всего лишь такое разбросанное, да, как будто бы беспорядок в голове. И вот я это метафорически вижу, что в голове нужно приводить порядок, наводить этот порядок за счет того, что
вот мысли отсылать, выбрасывать из своей головы и не вытягивать себя ни в прошлое, ни в будущее. И практика нахождения в настоящем моменте, мне кажется, что это самое актуальное на сегодняшний день, когда на Земле происходят какие-то катаклизмы, происходят перестройки, Земля тоже очищается. А это значит, а мы как маленькая планета, мы маленькая проекция Земли. Мы, по сути, ответственны за то, что происходит в нашей голове, и нам нужно с этим работать. Да, вот пока мы не можем привести себя в тотальное состояние покоя в настоящем моменте, с этим нужно работать. Я это вижу вот так. Ну, ты знаешь, я очень люблю переходить на личность. А вот если Давай. взять последние сутки, да, твоей жизни, ты как всегда впереди живешь, да, сколько, на 15 часов? Ну, неважно. За последние 24 часа какой самый вот яркий момент счастья ты ощущала? Ты можешь его описать, как ты почувствовала, что ты счастлива? Был такой момент? А ты знаешь, это был самый простой момент, когда я просто пришла после тренировки, пришла домой и с разбегу просто прыгнула в бассейн, вот отдалась этому состоянию свободы. Оно вроде бы незначительно, оно не глобально, но состояние внутри, которое соединяется с процессом свободы, когда ты не думаешь там о чем-то каких-то правильно, это неправильно, ты просто захотела, сделала. И вот эти моменты я сейчас все чаще отслеживаю, что захотела, сделала. Не потому что надо, не потому что там правильно, неправильно, а вот я так захотела. И вот эти вот даже последние несколько дней там я могу сидеть, там пить чашку чая, у меня там за окном 2 бабочки летают, танцуют, и я понимаю, насколько этот символизм внутренне для меня даже я могу синхронизироваться с вот этим ощущением танца и попробовать почувствовать этот танец бабочек внутри. И это вообще по-другому. И это дает возможность понять, насколько наше воображение и наше состояние, насколько мы едины с процессами природы. И чем больше мы в это углубляемся, чем больше мы погружаемся, вот танцуют бабочки, да, там, мне вот за окном там пальмы развиваются, я могу просто там взять это состояние, закрыть глаза и посидеть и покачаться, как эта пальма. Все, и я понимаю, что ох, у меня идет ресурс, потому что это природа. И природа, она в своем состоянии, она же едина, а мы едины с природой. И только ум нас отводит от этого состояния, да, куда-то там закидывает в какие-то решения вопросов, но поскольку мы люди, в любом случае решения вопросов будут. Но если каждый день делать вот какие-то такие вещи, вот я там хочу сделать, не знаю, там просто встать потанцевать, просто там громко попеть, или нырнуть в бассейн, просто с разбегу прыгнуть, как игривое дитя. И вот эти моменты, они не глобальны. Потому что, ты знаешь, вот я сколько работаю там с клиентами, я понимаю, что люди, которые даже имеют много денег, зарабатывают много денег и да, управляют этими процессами, они все равно говорят, что несчастны. И задавая вопросами, сопровождая, я понимаю, что люди забывают о легкости. Вот как ты сказала, да, что ты помнишь в детстве эти состояния, когда было легко, беззаботно, а они забывают об этих состояниях вообще. То есть как Так будто я бы же тоже забыла вытесняют. почти лет на 40. А здесь и суть, чтобы возвращать себя к своей природе, потому что мы сюда все приходим сначала детьми. И неспроста мы сюда приходим детьми, у которых чистое сознание. Нам еще не забивают голову социальными нормами, там, какими-то родительскими правилами. Вот это состояние нам и дано, чтобы мы были в своем настоящем существе. И вот к этому настоящему существу нам необходимо возвращаться. И делать это желательно каждый день, возвращать себя в это состояние ребенка и делать какие-то вот такие вещи, которые без оценок, без каких-то требований правильности, серьезности и так далее. И соединяя с этим, даже у нас гормональная система начинает работать по-другому. Те же самые эндорфины. Ребенок имеет этого много, пока на него не начинает влиять что-то внешнее. А мы вырастаем, на нас продолжает влиять что-то внешнее. И нам нужно возвращать себя в состояние того ребенка, который может независимо от внешнего делать какие-то там, не знаю, глупости, каким-то творчеством заниматься, проявляться и так далее. Я же как раз хотела плавно перевести, что творчество – это когда ты не знаешь, как включить моменты счастья, да, ты можешь просто заняться творчеством, любым, да, то есть что ты там Да, знаешь, там, да. порисовать на бумажке, не знаю, там, на песке,
там, потанцевать, попеть. То есть элементарно какие-то вещи, для которых не нужен прям профессионализм. Просто надо включать Абсолютно. внутреннего ребенка и заниматься творчеством. И тогда включается, Да. просто процесс этот запускается, и тогда уже сложнее его остановить. Да, так оно и есть. И при том, что если вспоминать даже детское свое состояние, там нету мыслей о том, а что делать, да, что дальше, куда дальше двигаться, чем заниматься. Наше детское состояние, а я считаю, что это наиболее чистое духовное состояние, вот соединение с душой, там мир познается весь. Вот интересно это, я иду познаю, интересно это, я иду познаю. И вот это состояние, оно и приводит к запуску внутреннему ресурса, который помогает нам двигаться дальше. Потому что когда мы двигаемся по принципу «надо», и когда люди двигаются, человечество двигается по принципу «надо», то это приводит к не очень приятным последствиям. И часто люди все равно недовольны своим результатом, к чему они идут. А все потому, что как внутренний ребенок забывается многими, как и творчество вместе с внутренним ребенком забывается. И вот когда начинаешь человека возвращать в это, ну и сама возвращаешься, и я понимаю, что это совсем другое качество жизни. Вот так. Когда нету привязки к каким-то правилам, каким-то социальным ожиданиям, шаблонам, а вот ты есть то, что ты есть, и ты из этого состояния творишь. Вот мне кажется, что соединение, свободное проявление внутреннего ребенка, творчество через себя, вот в этом и есть как минимум огромный объем счастья внутреннего, потому что это соединение с собой. Вот как-то так. Ну, ты сказала, забывают, куда идут. А как вообще узнать, куда ты идешь? Ну, во-первых, опять же, это из моей философии о том, что каждый человек изначально знает, куда идет. Просто будучи детьми, мы не понимаем, как это структурировать, но мы тогда ощущаем жизнь по-другому. А уже, естественно, когда попадаем под влияние всего внешнего, других людей, мы начинаем задумываться о том, что все куда-то начинают идти, а смысла жизни нет. И есть только один смысл — это жить, творить, создавать, познавать себя, потому что человеческое существо многогранно, и ты сама прекрасно знаешь, насколько объемен наш внутренний мир, сколько там всего неопознанного, сколько в бессознательном, и это всегда интересно, потому что когда находишь какой-то клад внутри себя, ты его раскрываешь, и ты начинаешь из этого что-то создавать. А многие люди идут по принципу какой-то внешней цели. И вот я иду к этой цели, а жизнь просто идет, я просто ее прохожу мимо. И вот я вижу смысл в том, чтобы как раз доставать из себя ресурсы, и пусть это будут маленькие шаги, но как раз чувствовать эти маленькие шаги, пока просто происходит жизнь. Знаешь, даже куда-то иду, а меня хочется вернуть в состояние из сейчас, как я сейчас иду. Я иду через разрушение, я иду через созидание, я иду через творчество, через любовь или там через какие-то конструктивы непонятные. Вопрос в том, как я иду, никуда, не что там дальше, а как я сейчас иду. Потому что, опять же, то, что мы закладываем сейчас, это зерно, которое прорастает в большое дерево позже. Я согласна, что процесс — это жизнь, результат — это смерть, да, и что процесс важен, и то, насколько мы получаем удовольствие от процесса, и наполняет нашу жизнь. Но, на мой взгляд, все равно важно понимать, ну, создавать, опять же, я согласна, смысла нет. Смысл в том, как мы его создаем, да, то есть мы сами создаем Да. смыслы и наполняем свою жизнь. Но, опять же, а как туда строить цели, как мечтать, то есть как это совместить? Наслаждаться процессом, неважно, куда идешь, сесть в позу лотоса и наслаждаться моментом, ну, как не задумываться о завтрашнем дне? В любом случае, безусловно, когда люди ставят цели, особенно какие-то очень далекие цели, это чаще всего из состояния ума, потому что уму нужно за что-то зацепиться, чтобы куда-то двигаться. Но по факту, когда мы начинаем ощущать жизнь в моменте и начинаем здесь что-то создавать из себя, из своего внутреннего ресурса, то, что мы хотим сейчас создавать. Наша система перестраивается на то, что мы шаг за шагом увеличиваем состояние «хочу» в настоящем моменте. Потому что, ты знаешь, вот я тему целей изучала очень такое длительное время, потому что у меня тоже когда-то были вот эти истории про достижения, успешный успех и так далее. Но интересный момент в том, что цели очень часто у нас не наши.
То есть мы можем что-то брать, там, не знаю, родительское, что-то социальное, что-то общепринятое. И интересно наблюдать, когда меняются цели, когда мы возвращаемся внутрь себя. И цели становятся намного более достигаемые, намного более заряженные эмоционально и ресурсно, и вот, да, как вдохновение. Вот эти цели, они дают вдохновение, потому что взято изнутри. И когда мы берем цели изнутри, из внутреннего смысла, у нас меняется состояние. Мы понимаем, что возникает состояние «я способен это создать», «я способна это создать». Когда это другие какие-то цели, чужие, они всегда наполнены какими-то трудностями, усилиями, препятствиями, вот этим всем. Знаешь, как вот свой путь выстраивается легко, путь души выстраивается легко, поэтому и нужно соединяться с собой, потому что это дает больше ресурса. И чем шире становится душа, для меня соединение духовного и материального — это тоже про единое. И я считаю, что чем больше человек соприкасается со своей душой, чем больше изнутри достает это состояние, свои импульсы, свой зов души и расширяет свои возможности в творчестве, у него начинает выстраиваться материальный мир. Тогда и вопросов намного меньше. Потому что огромные цели, которые где-то там далеко, они формируют на уровне ума очень много стресса и тревоги. А значит, подавляют состояние счастья, гармонии, покоя. Я это вижу вот так. Да, я понимаю, очень многие люди мотивированы огромными целями, именно мотивированы. Но я считаю, что вот наша тема вдохновения, вот она является мотивацией. И здесь это разные вещи, потому что мотивация — это больше про, знаешь, как марафон, про марафон бегущих. Бегущий не видит, что по пути он пробегает. Ему главное вот то, что там будет на финише. И люди выматываются к финишу, знаешь. Вот мне это метафорически тема марафона, она мне очень откликается, потому что люди, пока бегут по этой дороге, они же не видят ни других людей особо. Они видят, что есть другие как конкуренты. А цель — это финиш, финишная прямая. А если мы наложим это на жизнь, то финишная прямая — это действительно смерть, это переход к следующему воплощению. Поэтому тут вопрос: жить как в марафоне или все-таки жить в каждом моменте, в сегодняшнем дне, и состояние «хочу», и состояние «а что меня делает и еще более счастливее», что еще больше там, увеличивает мое счастье, мое состояние покоя, мою гармонию, что лучше для моего тела, что хочет мое тело, что хочет моя душа и от чего спокоен мой разум. И это действительно другая точка зрения в плане того, что многие люди привыкают к марафону. И это социально адаптивная структура, понимаешь? Я понимаю, но я не люблю марафоны ни в физическом плане, Я ни в тоже не люблю жизненном. марафоны. Я всегда только на короткие дистанции любила бегать, но жизненный марафон, я чувствую себя, да, таким каким-то марафонцем, которому сложно остановиться. И меня выдергивают вот большие амбициозные цели какие-то, да, вот ты знаешь, да, вот во время учебы в нашей школе тренеров творческих состояний родилась такая большая амбициозная цель, что я хочу, чтобы меня пригласили в качестве тренера творческих ментальных состояний в экспедицию на Марс. Тем более я как раз переехала в Калифорнию, как раз тут рядом, недалеко, через дорогу. Да, я помню. Вот, и ты понимаешь, мне нравится ставить какие-то несбыточные цели, потому что они открывают какие-то новые возможности, о которых я раньше не подозревала. Потому что если я ставлю цели такие, мне понятные, как это достичь, тогда быстро это надоедает. А когда вот такую закидываешь, то такая вселенная, ну на тебе это пробуй. У меня первый месяц после того, как я сформировала эту цель, у меня очень много всего поменялось. Мне написала барышня, у которой я сейчас работаю, с предложением поучиться в Академии американской коучинга, причем как бы на очень комфортных условиях. Я училась на английском, я потянула английский, я придумала идеи своей книги. И просто вот настолько как-то все закрутилось, совсем по-другому, неожиданно. То есть я совершенно не собиралась это все делать, но раз как бы на Марсе нужно, вернее, чтобы поехать на Марс, надо английский как минимум. И что случилось? Когда я дописала эту книгу и сдала, я прожила эту историю про путешествие на Марс, мой мозг уже это прожил, и все, мне уже не хочется, мне уже надо что-то другое придумать, потому что мозг не различает разницу между реальностью и вымыслом. Я это прожила, я такая, упс, я уже на Марс не хочу, знаешь. Ага. Все, марафон отменяется. Я вот сейчас
в поисках своей очередной сумасшедшей идеи. Поэтому да, вот по поводу марафонов, счастья и так далее. То есть я успела насладиться процессом и обучения, и написания книги, и там, созданием всего. То есть ну, это было очень прикольно. И вот да, в такие моменты чувствуешь себя счастливым. Вот, но в любом случае твоя идея, она же Да, рождалась изнутри, понимаешь? Она же все равно доставали ее изнутри. и самое интересное, Вот. что я не чувствую разочарования, что это не случилось, потому что в моем воображаемом мире это случилось, и все, мне уже не обязательно где-то прыгать с крыши или лететь на Марс. Вот. И вот ты знаешь, вот у меня эта мысль о том, что амбициозная цель твоя, она по сути что сделала? Она активировала в тебе определенные твои способности, да, пусть даже эта цель, она есть, она амбициозна, она дает тебе ресурс, но что происходит, когда люди достают даже большие цели из себя, то что дальше? Дальше психика видит, что из меня достали что-то, значит, мне Да нужно к ух этому ты! продвинуться. Да, мне к этому нужно продвинуться. И в этот момент самое классное, что ресурс от этой идеи тебе идет, тебя это вдохновляет, и тут же открываются двери возможностей, чтобы ты реализовала свою цель. В этом и есть смысл. А люди, которые ставят чужие цели, берут там да, какие-то шаблоны, чьи-то другие идеи и так далее, вот они, как не знаю, вот в этом марафоне, они сражаются за тем, чтобы пройти, куда-то продвинуться, и чего-то там пытаются с усилиями брать. А суть творчества как раз в том, что ты из себя достаешь вот этот огромный потенциал, он тебя мотивирует, вдохновляет, и для тебя открываются двери там, эту способность развить, эту. Ты видишь свою цель, ты свои способности развиваешь, цель проживаешь, вот как ты сказала, что ты в книге прожила, но твои уже навыки, они собирают следующий уровень. И Ну вот понимаешь, да, вот следующий уровень как ты же достаешь из впечатляет. себя, да, все, вот оно так и работает. И это совсем другой путь. Это есть путь творчества. Потому Ну, что ты создаешь себя в этом. вот я хотела подробнее остановиться, вот ты называешь чужие цели, да, вот как я это понимаю. Ну, например, да, я там, когда переехала в Калифорнию, такая там, чем зарабатываю, да, такая, я умею то, там, начала преподавать скрипку, хотела организовать студию для детей творческую, тем более, как бы я очень много умею, тут это востребовано, и я помню, что вот прям все не складывалось, и это не складывалось. И я как бы, ну, то есть и объявление можно просто дать, и все. То есть я умею вязать, я умею там как бы рисовать, я умею обучать, я могу просто детей, ну, вот у меня ребенок очень много умеет делать руками и мозгами, ну, потому что я такая, господи, и оркестр могу сделать, и мне там скрипки нанесли, то есть все могу сделать. Но настолько меня от этого отворачивает, такая думаешь, ну что такое, ну вот же деньги лежат, как бы бери, там, зарабатывай. И когда я проанализировала, я поняла, что ну, это же мамина тема, моей мамы, да, там, заниматься с детьми, там, творчеством, музыкой, а я не хочу с детьми заниматься. Я понимаю, что Вот. там лежат деньги, да, то есть там можно заработать, но это не моя тема. Я когда это поняла, так выдохнула, так фух, и меня там перенесло в другую сторону, там, в сторону там, создания контента и так далее. Потому что ну, Мгм. вот не шло оно. Ну, правильно я понимаю, да, вот если говорить о том, что ты берешь чужую цель, там, Да. родителей, там, братьев, сестр, или там смотришь кумир какой-то, вот он там стал актером, и я хочу быть актрисой, потому что Мгм. нравится и так далее. А на самом деле я вообще не люблю, допустим, стоять на сцене, да, ну, то есть где-то глубоко в подсознании. Да, так оно и есть. Когда человек берет чужие цели, то нету ресурса их выполнять. Вот на чужую цель нет ресурса. Да, есть вокруг какие-то возможности, но душа как будто, знаешь, как изнутри это вижу, душа не откликается на эту цель. А это уже звоночки о том, что не в ту сторону. Да, посмотри другие варианты, достань из себя еще какие-то импульсы, соедини их и выстраивай свое, то, что тебя будет вдохновлять. Да, поэтому Раньше ж как бы эта тема работала, да, то есть ты берешь тему, актуально, анализируешь какие-то ниши, которые приносят деньги, идешь туда и зарабатываешь. Вот. И, ну, мне кажется, что сейчас не как то бы что-то время. столько поменялось, что Да, да, действительно, да. если делаешь это не в удовольствие, люди
мы видим, как люди теряют огромные деньги, которые заработали как бы на таких вещах. Потому что как и заработать легко, так и, ну, в смысле, как легко, условно легко, да, то есть можно выбрать тему, можно заработать деньги, но если там мало удовольствия, да, только какие-то вещи корыстные, то это очень легко потерять в нашей действительности сейчас. Ну и по факту, когда человек идет не своим путем, то он действительно очень много теряет. И это уже, вот я даже вот работая с клиентами, я понимаю, что многие приходят с запросом о том, что я чувствую, что я делаю что-то не то. Там что-то не получается, там не получается, там не получается. И когда человека разворачиваешь внутрь и достаешь правду, то он и делать этого всего не хочет на самом деле. Понимаешь, вот это. И естественно, что уходит очень много ресурса на то, чтобы делать что-то чужое, то, что человеку даже в душе не откликается. А когда мы идем своим путем, у нас есть ощущение, что открываются двери. Вот сколько меня там много лет назад разворачивала, я занималась там разными, и там и одна деятельность, вторая деятельность. Понимаю, что да, я могу идти к успеху. В принципе, путь есть, я могу идти вот к успеху в любой деятельности. Но меня постоянно разворачивало на путь, вот там, духовный путь, путь наставничества. И я понимаю, что как только я вошла в этот путь, все, двери начинают открываться, начинают появляться возможности, начинают появляться там учения, знания, еще что-то. Как будто бы, знаешь, вот Вселенная тебе говорит: возьми. Вот ты наконец-то пришла, возьми. И это, конечно, это совершенно по-другому. И человечество, как я это вижу сейчас, проходит этап, когда людям важно перейти к этому состоянию, творить из себя, не ориентироваться на что-то внешнее, на папу, маму, там, не знаю, какие-то, вот как коучи, да, там, возьмите себе кого-то в пример, чтобы быть таким, как кто-то. Зачем? Будьте лучшей версией себя. Вот что, мне кажется, самое важное. Возьмите себя и создайте из себя Ну и что-то. сравнивать не с другими людьми, а с собой предыдущим и равняться на то, Да, что ты хочешь быть, а не тем да, парнем или той девушкой, или да. другой, не Да, понятно. путь у всех разный, поэтому нужно понимать, тут же даже счастье, по сути, когда ты осознаешь, что ты уникален, и вот эта уникальность, сколько историй было, что да, там где-то родители не признали уникальность ребенка, и талант его не рассмотрели, еще что-то. Но я считаю, что человек, когда вырастает, это уже его задача познать себя, познать свой талант, познать свою уникальность и вот этим творить свою жизнь. Потому что в этом и есть смысл. Соединение с собой — это уже первоначальные зародыши внутреннего счастья. Вот это соединение с собой, диалог с собой, приятие себя, независимо от мнения других людей. Вот, мне кажется, это самое основополагающее, это все равно возвращаться к себе и слышать себя. Я, как всегда, как люблю, вот пришла в голову идея, да, надо ее Осуществить, да. срочно родить, да, 9 месяцев нет времени ждать. Я бы хотела попросить тебя, ну, ты же любишь импровизировать, да? Да. Я бы хотела попросить тебя какое-то мини-упражнение создать для наших зрителей. Как тренировать в себе счастье, да? То есть вот на что надо обратить внимание, чтобы как бы больше чувствовать себя счастливым, да, или вот какие-то пожелания, или на чем фокусироваться, да? Где это счастье искать, под каким кустом. Наши любимые любые карты, да, любые карты с любыми картинками. Вот. Я сейчас достану. Что пожелать нашим зрителям? То быть немножечко счастливее. Помимо того, что смотреть на тебя, радоваться тебе. Такое прекрасное желтенькое платье, солнечное. Ты знаешь, вот первое, что мне приходит в голову, это помнить, что наша жизнь не вечная, и нужно жить в сегодняшнем дне. И вот здесь, что бы я посоветовала, наверное, порекомендовала даже, исходя из этой карты, это смотреть в сегодняшний день и задавать себе вопрос, что из того, что у меня уже есть, я действительно хочу. То есть сначала про правду, да, и вот это «хочу», которое есть в сегодняшнем дне, попробовать его сделать больше, длиннее в периоде, ну вот что-то из этого. И вот здесь на карте парень и девушка, и я вижу это из состояния чувственности и из состояния нашего рационализма. То есть это интересный момент, что можно свои чувства доставать и их через голову создавать в идею.
То есть любое чувство можно воплощать в идею. Например, я там чувствую радость. Я задаю себе вопрос, как я хочу эту радость воплотить в своей реальности. И самое интересное, что наше подсознание, оно же сразу выдает каждому ответ. Потому что когда у нас есть чувство, мы его соединяем изнутри, из сердца соединяем с головой, голова начинает выдавать идеи. Когда голова не занята творчеством, она занята какой-то ерундой, да, хочется сказать херней вообще, ну действительно так. А здесь вот Классно. всегда помнить о том, что вот это время, да, время, оно нам выделено на эту жизнь, а значит, вот эта жизнь, она уже имеет свою ценность, которая здесь, в этом воплощении, в этом теле, с таким разумом, с такими талантами, навыками. И вот практика брать свое чувство и проводить через голову, как я это чувство могу воплотить в реальности. Неважно, мне придет, вот что я могу сейчас спеть, или написать песню, или нам написать стих. Потому что когда мы соединяемся со своей чувственной частью, с женской частью, а в нас есть и женское, и мужское, оно более рациональное, оно более там, продуктивное в плане материального мира, и вот когда мы свою чувственную часть, вот эту женскую, соединяем с разумом и задаем вопрос, что я могу создать из этой чувственности сейчас, нам действительно приходят ответы. Но тут уже будет зависеть от человека, он сделает это или не сделает. То есть он выберет продолжать жить, как жил, или попробует каждый день брать это чувство и, не знаю, там, нарисовать что-то. Это же элементарно, просто творчество, выведение в творчество. А когда наша психика видит, что мы начинаем делать какие-то действия, оп, поднялся ресурс, мы что-то сделали. Психика начинает видеть, что, соединение Я так произошло. могу, я так могу. Да, Так. да, и я могу еще больше дать этому человеку ресурса, чтобы он еще что-то воплотил. И вот так постепенно, шаг за шагом, если каждый день практиковать, опять же, да, там, все что угодно можно сделать. Просто кому-то потанцевать, кому-то попеть, кому-то написать стих. Вот То есть эти можно вещи, вспомнить то, что тебе нравилось делать в детстве. да, в том-то и дело, что постепенно начинает активироваться внутренняя детская часть, которая у нас про творчество, про идеи, про вот это познание мира. И соединяя с этим, каждый день у человека будет, во-первых, гормональная система, которая отвечает за гормоны радости, срабатывать, потому что, я сделал то, что я хотел, а это уже дает плюсовое состояние. И каждый день по одному действию это начнет расширяться. То есть творческое начало начнет оживать, этот внутренний творец, он начнет оживать, и, соответственно, Вселенная начнет отзеркаливать этот процесс. Этот человек творит, дам-ка я ему больше ресурса. Таким образом и начинают постепенно открываться какие-то возможности, кто-то предлагает какие-то дополнительные идеи, открываются какие-то еще двери. Но это нужно делать вот каждый день, если помнить, что да, какой смысл терять этот день, если в него тоже можно внести творчество, если его можно сделать для себя более счастливее, чем был предыдущий. И помнить о том, что у нас эта жизнь, она имеет свои сроки. И вот это тоже, знаешь, очень важный момент, что творить можно уже сейчас, и быть счастливым можно уже сейчас. Но для этого нужно в физическом мире делать определенные действия. Для себя же, начать с себя. Я не знаю, как родилась или где я подсмотрела эту фразу, но я в последние дни очень часто повторяю: не откладывай на завтра то, что может сделать тебя счастливым Да, сегодня. И мне она так да. нравится. Я думаю, блин, даже вот, знаешь, как бы иногда там полчаса просто поваляться. Думаю, что, боже, все, Да, немножко позже задержишься, там поработаешь, ничего страшного. Просто хочется полежать. Вот мы сейчас переехали, у нас вот проснулось классно, да, квартирка маленькая, но, блин, тут классно, тихо, спокойно, хорошо. Иногда просто вот так вот лежишь и думаешь, боже, как классно. Вот это, мгм. да, Да, и поэтому это тоже важно. не откладываем. Спасибо тебе, Алена. Я, как бы, если бы я могла назначать наши встречи каждый день, мне кажется, что каждый день были бы у нас темы для разговоров. Пора уже закругляться. У нас уже скоро полночь, ну не скоро, но через часик-полтора. У вас только день начинается, поэтому Да, у меня только день.
Утро вечером мудренее, и это как раз про вас. Поэтому спасибо тебе за эти, не знаю, там сколько, почти час, ну там 40 чем-то минут пролетели, как вообще, не знаю, 15 минут. Вот, но пора закругляться. Спасибо. И, дорогие наши зрители, подписывайтесь, пишите в комментариях, на какие темы вам хотелось бы услышать, что бы вы хотели узнать о нашем, не знаю, там, опыте, как мы работаем с клиентами или просто там поговорить. Не знаю. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели с нами поговорить. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за это пространство, которое создаешь. То, что умеешь, творишь, создаешь, это всегда прекрасно, это вдохновляет, мотивирует, в том числе наполняет. И хочу поблагодарить наших зрителей, наших слушателей. И да, пишите темы, нам интересно открывать мир, который мы создаем сейчас, как мы начинали двигаться по пути своего творчества, как пробуждали в себе эту силу и что создаем благодаря этой силе внутреннего Творца, который живет в каждом из нас. Вот. И, безусловно, всем желаю счастья в каждом дне. Начинайте и его творить в том числе, потому что счастье — это тоже процесс творчества. Это выбор прежде всего. Создавать счастье или создавать... Смотрите наш подкаст, потому что, по крайней мере, глядя на нас, вы какое-то время просто будете улыбаться. Я смотрю, у меня бесконечно улыбка. И я надеюсь, наши зрители тоже. Не будем вызывать грусть, да, будем вызывать улыбку и хотя бы недолго, полчасовое состояние.